Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие. Второй прогноз на декаду, на 10 дней. События будущего с 10 по 20 июня. Давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь. Но надо сказать, что можем мы столкнуться в июне с тем, что раньше думали, это какая-то случайность. А тут мы понимаем, что это закономерность. Пусть это будет связано с каким-то человеком или вашими решениями. Может быть, какое-то дежавю у вас до бесконечности повторяется, и тогда время делать выводы. Выводы, может быть, где-то вы о выборе задумаетесь, но вот больше энергии июня говорят нам о том, что это возможность договориться, услышать друг друга. И при этом не наступить на горло собственной песни, нашим ожиданиям, нашим планам, а может быть выложить в какой-то узор. И мы не должны менять людей, если они сложились уже таковыми, но найти общую точку сборки или то, что может вас объединять. А то, что вы понимаете, ни под каким вариантом вам неприемлемо, ну, что поделать. Значит, в этом контексте вы поставите, может быть, некоторые и рамки. Но это не значит, что вот мы совершенно от чего-то отказываемся, от общения, строим какие-то невидимые стены, заборы. Нет, тут все-таки на контакт больше направленной энергии. Давайте узнаем. События будущего, что же спешит в вашу жизнь, на ваш порог. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео, разного рода статьи. Есть и события до конца 2025 года, астрологический прогноз на июнь, а также по китайской астрологии. Какие энергии? Особенно ли это будет очень важным? Ну, давайте с вами узнаем. Итак, события будущего, что же там спешит в вашу жизнь? Какие события вас ожидают? Я бы сказала, может быть, сферы жизни нам покажут карты, чему придется уделять больше внимания. Дополним. Колодой Таро, первая карта Таро. Неожиданности. Неожиданные события. И пусть это будут для вас приятные сюрпризы. С чем это будет связано? Что прояснится, что откроется? Может быть и тайна, может быть ваш внутренний инсайт, когда вы понимаете, что, ну вот, да, теперь я знаю как. Или вот все то, что я говорила где-то как прелюдию перед тем, как мы начали доставать карты именно Таро, это имеет для вас значение, когда и взаимодействие вроде с конкретным человеком должно быть продолжено, но и есть то, что в себе вы не можете отменить или с чем-то согласиться. Ну, какие-то параллели, вполне вероятно. В чем ваша фортуна, мои дорогие? В чем ваша сила? В чем ваш успех? И по основным сферам жизни. Сфера достижений. Деньги, сфера финансов. Любовь и личная жизнь. Так что ж там спешит? У кого-то для людей семейных известия может быть от ваших детей, взрослых даже детей. Но это всегда карта обновления. Это какая-то перезагрузка вашей жизни. Наверное, это может быть связано с тем, что вы ищете новые способы взаимодействия. Может быть, и новых партнеров по части работы или вашего личного дела, новые способы заработка. И, безусловно, по этой карте мы готовы учиться. Какой-то прежний жизненный этап, он словно завершился, и нам ничего не остается, как свою жизнь обустроить с той реальностью, которая есть. И дети, конечно, это всегда искренность. Есть, значит, люди, как минимум один человек, пусть нам ребенок выпадает, это может быть просто как символ искренних отношений с тем человеком, который вас всегда поддерживал. Ну и где-то и общий какой-то план перезагрузки у вас может быть с этим человеком. Или ваш, мои дорогие рыбы и рыбки, какой-то план тоже кто-то может поддерживать. Именно в детстве мы свободны от меркантильности какой-то. Это мы потом становимся очень расчетливыми, продуманными. А в детстве мы воспринимаем искренне. Вот есть тот человек, который вас воспринимает искренне, относится, может быть, даже к вам как к ребенку. Может быть, это и ваши родители, может быть, кто-то из родителей, которому очень интересно все, что вы думаете, чувствуете. И это тоже будет ваша поддержка. И вы себя чувствуете, мои тогда дорогие, словно более защищенными. Вот какая-то защита все же, она присутствует, по крайней мере, я так вижу. Давайте узнаем. Ну вот, наверное, на всякий
разные периоды, и не всегда же у нас бывает плюс, а бывает и минус, или бывает какая-то многозадачность. По этой карте мы пока вердиктов точно не выносим. И более того, этот аркан говорит: подожди, туча – это не постоянно. И поэтому аркану это именно внешние события. Есть то, что мы не можем отменить. Может быть, и какую-то обстановку вокруг, обстоятельства. И нам просто нужно принять во внимание, что не стоит усердствовать в тех вопросах, которые мы как раз не можем поменять кардинально. А может быть, найти какой-то узкий фарватер, когда мы так это бочком что-то пройдем, решим какие-то превратности, да, или какие-то препоны. Но тем не менее, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Вот так говорит карта. Но, видимо, какая-то перезагрузка все-таки она присутствует. Или когда события, которые спешат буквально в вашу жизнь, они такие вот неоднозначные. Нам может поначалу казаться какая-то темнота, как туча, или словно гроза. Я чувствую, как уплотняется вот это пространство. Может быть, и правда у вас с кем-то есть конфликт. Но, наверное, как я говорила до карт, не самое время этот конфликт пытаться, по крайней мере, настаивать на своем или склонять к своему мнению человека. У нас тут ничего не получится, это факт. А найти просто точки взаимодействия, сделать выводы для того, чтобы идти дальше к собственному солнцу. Вас или вам, мои дорогие рыбы и рыбки, знаете, будет очень важно в эту декаду не создать каких-то вокруг себя обстоятельств, которые вас могут тормозить. Или в лице людей пусть. Кто-то вас поддерживает, но мы же в разной общности находимся, правда? Мы находимся и среди тех людей, которым мы не нравимся. Ну и ладно, подумаешь, господи, не конец света. Но, тем не менее, если мы их не можем отменить, коллеги, соседи, какие-то родственники, может быть и далекие, родственники нашего партнера по браку, да все кто угодно, просто понимать, что, ну да, вот мы шлифуем свою дипломатию, отстраиваем просто как-то по-новому наши отношения, просто не должно быть преград. Или не должно быть таких персонажей вокруг нас, которые словно затаились, а потом нам какой-то подвох могут причинить. Ну вот есть какая-то такая тонкая грань, мои дорогие. Переложите это на свою жизнь. Как эта карта может отыгрываться в вашей жизни? Или в связи с чем она вам дает такой совет? События будущего. И правда, обратите внимание, с одной стороны и древо. И дерево – это всегда символ надежности, уверенности, наших планов на будущее, символ нашего роста. И это колода Чиро Маркетти, он изобразил древо сферот, как вот полный баланс. Правда, у вас есть сейчас какая-то поддержка, но тут не совсем о дне сегодняшнем. Нас карта приглашает видеть как минимум на пару шагов вперед, от чего-то не отказаться. Правильно, может быть, и распределить финансы или какие-то материальные блага. Может быть, это идет и через общение, потому что 5 стоит число в этой карте, и 5 ведь это по нумерологии всегда недостаток. Поэтому если сейчас есть какая-то поддержка, и обратите внимание, 2 карты содержат радугу, есть какие-то возможности. Так вот, для вас возможности, они словно в тени. Поэтому и нужно быть готовым к тому, что рассматриваем все варианты, а дальше будем делать выводы. Но пока мы еще просто идем, словно что-то примеряем на себя. Вообще это какое-то новое дело, новое творчество, новая тема, которая вас может увлечь с головой. И не откажитесь, мои дорогие. Знаете почему? Потому что какой-то новый проект для вас может быть в последующем как прорыв. И то, что сейчас вам кажется какой-то несуразицей, или словно вот эта туча, что-то серое такое, непонятное, неопределенное, а хочется ясности. Ну, не всегда сразу приходит ясность. Но вот не откажитесь от того, что может быть таким, знаете, как квантовым скачком в будущее или каким-то волшебным стартом. То, что вы сумеете развить в самом себе. Может быть, это какая-то ваша идея. И у кого-то это вдохновение, как в творчестве выражается. Или ваше личное дело. Вот вы, может быть, долгий период времени о чем-то мечтали. И вы хотели именно это осуществить на практике. Самое время сделать первые шаги. Словно примерить на себя те возможности, о которых вы когда-то думали. Не просто в мыслях застрять, а нет,
пройти какой-то аккуратный такой путь методом проб, может быть, и ошибок, но именно через опыт аккуратный мы для себя прокладываем путь к солнцу, а с другой стороны некоторую себе подушку безопасности создаем на будущее. Почему? А потому что в июне доброй энергии как раз вот это пробовать. Не тогда, когда у нас в жизни вот все перемешалось в одну кучу, или когда обстоятельства нас вынуждают. А здесь нет. В более гармоничных энергиях все проходит. Поэтому что-то на далекий период времени вам нужно увидеть, что же спешит в вашу жизнь. Карта якорь нам уже говорит о том, что да, в принципе-то все хорошо. И, по крайней мере, в разрезе этих 10 дней не такой большой срок. Это вы словно на якоре. Если мы так по диагонали возьмем 8, да, а тут 13. 13, это я говорила, это уверенность, это как база, это как какой-то фундамент. 35 – это как 2 четверки, это как 40 сороков, мои дорогие. Или 8 – это перевернутая лимниската, или символ бесконечности. Явно тут что-то будет продолжаться, но нужно подумать, как это перевести в какой-то новый формат, чтобы вот эта уверенность, она продолжилась на долгий период времени. Спокойное течение жизни. И даже если есть какие-то тучи, для вас это может служить подсказкой, что вам сейчас нужно либо додумать, уделить внимание, или то, что вообще, может быть, рассмотреть как какой-то альтернативный вариант. Иногда то, что нам кажется серо, уныло или долго нужно продолжать, в последующем может и означать каким-то новым стартом или служить. И вот этим якорем, изобилием, процветанием и благополучием. Будьте внимательны. Неожиданности. А ведь и правда все то, что я сказала. Добрые дела на спех не делаются. И по рыцарю Пентакли один из самых медленных рыцарей. А почему? А он понимает, что вот как раз добрые дела, они наскоком не решаются. И конкретно по этому аркану у нас проходит детализация и инструкции. Возможно, к какому-то делу вам нужно подойти, именно изучая с деталями. Рыцарь Пентакли потому и медленно едет, он понимает, что что-то более важное складывается из первых шагов, складывается из мелочей. И у вас в неожиданностях это как открытие себя заново. Или открытие того дела, которым вы, может быть, просто думали, а теперь вы к этому приступаете, потому что это карта практика. И по этой карте, делая первые шаги, вас что-то может так увлечь, и вы для себя новые горизонты откроете. Вот этого я не исключаю. Но все-таки инструкции, детализация мы тоже не исключаем, потому что я называю эту карту марафонского забега лет на 10-20. И то, что вы даже, как идея, начинается в эту декаду, она у вас, скорее всего, может быть продолжена на долгий период времени. И все-таки это у нас пентакли. Именно это дело вам может в последующем приносить доход. И энергии июня нас призывают к некоторому терпению и настойчивости. Помните, мои дорогие, когда эта карта выпадает, мне хочется сказать, жизнь – это не спринт. Кто быстрее придет к финишу, это марафон. И вот какой-то марафон, возможно, неожиданно у вас начинается, но это то, что в конечном итоге вас может привести вот к этому изобилию или совершенно другому качеству жизни. Причем все в спокойных энергиях. Что у вас прояснится? Ну, аркан отшельник, скорее всего, это какой-то ваш личный путь. Всегда по отшельнику это у нас мудрец, Светлосов. Это тот, который на своей волне, конечно. И он, кстати, тоже идет. Вот эти две карты, они отличаются или объединяют, с одной стороны, то, что, ну, какая-то неспешность, медлительность. Или все идет своим чередом. Все имеет свой какой-то глобальный смысл. Мы можем видеть, как в виде тучи, а можем видеть как отшельник в виде солнца. Ведь он видит это солнце. И при этом о чем вам говорят? Есть какое-то у вас дежавю, это правда. Не случайно отшельник идет с фонарем. А по преданию фонарь – это прообраз интуиции. Вы люди интуитивные. Слушайте. Поэтому с кем бы вы не соприкасались, не столкнулись в плане каких-то разговоров, взаимодействия, вас как
с вашего пути ничто не должно уводить. Не поставить себя на второе место, это будет правильно. Может быть, и не создать какую-то конфронтацию. К вам могут обращаться, к отшельнику обращаются, потому что это мудрец, который знает ответы на все вопросы. Но все же, какие бы ему дифирамбы не пели, мои дорогие рыбы и рыбки, его невозможно купить. Он отшельник. Его невозможно купить на лесть, его невозможно уговорить на какое-то такое дело, которое ему не интересно, но которое выгодно кому-то или удобно. Отшельник продолжит свой путь, но точно так же он не реагирует на какие-то обидные слова. Здесь могут быть люди, которые вот на вас могут воздействовать любыми способами, лишь бы вы на что-то согласились. И если мы говорим, что прояснится, а вот может как раз и прояснится тот вопрос, что вы уже не первый раз в подобной ситуации. Поэтому вы можете делать правильные выводы. И для вас, может быть, прежде были какие-то надежды или были еще сомнения в собственных выводах каких-то. Вот здесь для вас прояснятся именно ваши выводы и ваш какой-то жизненный путь. Но это карта независимости, помните. Поэтому вы сами на первом месте. Здесь все постепенно прояснится, все встанет на свои места. И я хочу добавить, есть у Лао Цзы есть такая фраза. «Освободи свой ум от мыслей, позволь сердцу успокоиться. Следи за суматохой мира, следи за тем, как все встает на свои места». Если мы говорим Дао, это философия. Может быть, не самая популярная в Китае, будем говорить, они больше люди материальные, более чем. И поэтому у них конфуцианство. А даосизм – это несколько иное течение, но тем не менее оно направлено именно на индивидуальность человека, вот на эту внутреннюю независимость. И я думаю, эти слова кому-то тоже могут быть полезны, чтобы что-то важное переосмыслить. В чем же ваш успех? Да вас высшие силы, мои дорогие рыбы и рыбки, поддерживают. Карта «Страшный суд». Суд вовсе не страшный. Это карта выздоровления от боли. Вот правда. То, что вас больше ранило, может быть, или на что вы прежде очень реагировали, теперь здоровое равнодушие, как вот у этого отшельника. Люди не меняются. А жизнь может напоминать, как действительно не случайные случайности, причина и следствие. То, что мы позволили когда-то в отношении, допустим, себя, или пусть из лучших, даже добрых побуждений участвовали, кому-то помогали, мы понимаем, что уже воспринимают как должное. И рано или поздно мы становимся перед выбором, или мы будем все время тратить куда-то не туда наши силы, энергию, время, эмоции и нервы, может быть и так. Но вот существует какой-то лично ваш путь. Обратите внимание, отшельник, а дальше суд. Выздоровление, избавление от боли, но эта карта называется «Дорога к свету». Это то, что вам помогает. И наша девушка, она идет по холодной заснеженной пустыне, идет босиком. Но вот этот волшебный луч, он освещает, как ее путь, и ей не холодно. Она не чувствует себя одинокой. И точно так же, посмотрите, растут цветы в том месте, где упали лучи этого волшебного света. Может быть, у кого-то из вас не просто договориться, да, но и при этом расставить правильные приоритеты. У кого-то, правда, я могу такое допускать, есть слушания в суде или какие-то очень важные согласования. Мои дорогие, что вам помогает? В чем ваша фортуна? В умении договориться. И даже если вы не принимаете чью-то точку зрения, а вы и не должны ее разделять как бы, посмотрите вот так вот отстраненно философски. Когда мы смотрим именно отстраненно, когда нас не цепляет эмоционально та или иная ситуация, нас сложно вывести из себя. Для вас две карты говорят, что вот подобные энергии совершенно необходимы на этот период времени. У вас происходит какая-то перезагрузка внутренняя, и вам нужно обязательно для самих себя расставить правильно приоритеты. А если у кого-то конкретно суд, менторство вам помогает. Оно вас уводит буквально от каких-то ненужных проблем или от возникновения таковых. Нейтрализуйте любые
минусовые ситуации. В этом ваша сила и в этом ваша фортуна, в этом ваша независимость. Сфера ваших достижений, король чаш. Но это те достижения, которые, это ваша карта. Это то, которое вы хотите осуществить. Или то, что вы хотите для себя продолжать. И по королю чаш это у нас единственный персонаж в колоде, который умеет правильно расставить приоритеты. Первое по части финансов, а второе по части эмоций. Он не складывает в одну корзину и яйца, и камни, и поэтому путаницу эту не создает. Вот вы наделены такими возможностями. И, может быть, кто-то даже создает эту путаницу. Но тогда ваша задача, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, мои дорогие девочки, это вы в более мужских энергиях. Правда, есть то, что будет важно для вас. Но нужно как-то это правильно сложить, чтобы... Может быть, и волки сыты, и овцы целы. Или создать такую обстановку, чтобы вам никто не мешал, вот как отшельник. Ведь он идет, никто не мешает. И поэтому, если мы сами себе не помешаем или не будем на чем-то настаивать, ну, где-то, может быть, и лезть на рожон в некоторых вопросах. Извините, я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Все энергии таковы, обратите внимание. Тут самосохранение. Тема номер раз. И тогда вы сумеете все согласовать. Ведь король кубков, если он поставил для себя какую-то задачу, для него нет ничего невозможного. Повторюсь, энергии, если мы говорим про энергии мага. Хоть и чаще относится карта мага, если так астрологически, к знаку зодиака Близнецы. А мы, кстати, на пороге в июле уже будут такие энергии, когда планета революционных инноваций, решений, Уран, ну и перемен-то тоже таких внезапных, она войдет в знак зодиака Близнецы. И тут многое что будет меняться. Но июнь это более такие гармонично спокойные энергии. И вот кто знает, в преддверии июля, в преддверии того, как произойдут какие-то события, или мы услышим какие-то новости, которые нам придется принимать во внимание и как-то вносить коррективы в жизнь нашу, я такое могу допустить, вот для вас все согласовать или выстроить какую-то правильную стратегию, тактику. В этом ваша сила. Так вот, если у мага 4 стихии в руках, как будто все, то у нашего короля 2. Это чувства, эмоции и материализм. И этого в наше сложное время более чем достаточно. Для вас нет ничего невозможного. Но просто, может быть, некоторые вопросы нужно не торопиться решать или все расставлять по местам. Тут еще и есть те события, которые влияют, и просто нужно подождать, когда именно внешние события. Предоставьте им идти своим чередом, а сами идите своим путем, внося кое-какие коррективы. И буквально ангелы высшей силы вам помогают. Финансы. Здесь, вы знаете, какой-то может быть и финансовый спор, и вам придется занять, я вам честно скажу, нейтралитет. По двойке мечей мы не должны вступать в какой-то конфликт. Мы тут никому ничего не докажем. Где-то может быть тот конфликт, когда вам могли и позавидовать, кстати. Или общая ситуация такая, когда ну, с вами где-то не соглашаются, потому что у конкретного человека какая-то сложная сейчас, может быть, тоже ситуация по финансам. Здесь ведь у каждого немножко по-своему. У кого-то могут быть споры по части семейных каких-то моментов, да, вот эти тучи. Но, видимо, выглянет солнце, все встанет на свои места. Вверху аркан отшельник, мои дорогие. Хоть камни с неба, кто бы тут как себя не вел, или кто бы тут как не воспринимал мир, жизнь, финансы, ваша задача быть на своей волне. И даже вот я ведь говорила по аркану отшельник. Кто-то пытается вас к чему-то приобщить, но вам как-то нужно красиво увильнуть или как-то вам нужно правильно провзаимодействовать, не поднимать эту перчатку, не пытаться кому-то что-то доказывать, не пойти в разнос, может быть, по части финансов, и в то же время сделать все по-своему. Будьте магами и волшебниками, потому что по финансам все-таки нужно себя сохранять. И я вам должна сказать, по рыцарю Пентакли в вашем окружении точно есть тот человек, который вам придет на помощь в эту декаду. Даже если вам нужно совершить какой-то платеж, деньги задерживаются, да, такое может быть.
Есть тот, который как окажет вам поддержку. Это могут быть и люди, на которых вы не рассчитываете. Но это также может быть и тот человек, который вам дает дельный совет. Не в целом советы постороннего, их миллион, и непонятно, что там за совет. Нет, а это человек-практик, который, если говорит что-то, то нужно к этому прислушаться. Поэтому поддержка у вас действительно есть, мои дорогие. 2 карты вам об этом говорят. Но, может быть, и вам нужно пересмотреть что-то с новых позиций. Может быть, уйти от этого конфликта и для себя самой или самого поставить четкий барьер, что если меня, как пытаются разными способами к чему-то приобщать, вот есть для меня что-то более важное. Поэтому научиться обходить острые углы, сказала бы так. И по части денег тоже. Ну, тут приятные эмоции, любовь сама по себе, туз кубков. И поэтому, даже если были какие-то споры, шероховатости в ваших взаимоотношениях с вашими близкими или с семьей, или с чем-то вы тут были не согласны, или пусть с вами не согласны, в целом гармоничное время всего июня. Ну и эта декада, она тоже не исключение. Поэтому кому что нужно – договориться, помириться, согласовать. А для вас, мои дорогие, кто в сольном варианте, это может быть и новое знакомство. А для кого-то из вас с человеком намного моложе вас. Я это не утверждаю, потому что очень многое зависит от того, на что вы настроены. Здесь ведь никто не придет нас успокаивать или словно нас развлекать. Здесь мы ищем такого же человека, как мы сами. Поэтому, если кто-то ждет, что придет тот, который развеет вот эти тучи, ну, мы тут можем столкнуться с нашим подобием, точной копией, который тоже ждет. Кто же это мои тучи развеет? Ну, понятно, что там может быть. А здесь что-то более доброе спешит в вашу жизнь. А для кого-то это может быть, и такое тоже не отрицаю. В какой-то проект, мои дорогие, вы уйдете с головой. И это ведь тоже карта вдохновения. И вы забудете где-то и о личной жизни. Вот этого я тоже не отрицаю, потому что у нас аркан, как будто нам это по судьбе. Какой-то интересный проект, которым вам хочется заниматься, продолжать, и вы уже где-то даже на первых порах чувствуете, да, это перспективно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.